привет! Меня зовут Игорь, я тренер и я живу на Филиппинах. И также я женат на филиппинке. Если вы на канале впервые, то здесь будет рассказ о том, кто я, чем я занимаюсь, как я к этому пришел. Сегодня 27 января, день, когда у меня день рождения, поэтому это видео будет особенно актуально. Я родом из Мариуполя, и все началось в далеком 2013 году. Я в то время учился на электрика в колледже, набрал много веса, около 10 или 15 килограмм, и все, к сожалению, пошло в живот. Из-за лени я решил, что нужно что-то менять в жизни, и к тому моменту я уже знал о существовании воркаута или калистеники. Как хотите, так и называйте, кому как нравится. Я познакомился с ребятами, кто тренировался довольно давно и был более опытным. Я начал тренироваться с ними на площадке в центре города и смотреть видео в интернете. Ездил я туда час в одну сторону и час в другую сторону. У меня было огромное желание и хорошая компания. На тот момент я все еще работал на заводе, поэтому все, кто говорит, что хочет тренироваться, но у них нет времени, в большинстве случаев оправдываются. Уж поверьте мне. Прошел год. Получилась довольно неплохая форма от изначальной. Девочки оценили. Нет, хвалебные отзывы были только от парней на самом деле. При том, что первая цель была просто убрать живот, а потом просто подтягиваться чуть более 20 раз. В 2014 я начинаю учить элементы такие как горизонт, стойка на руках и передний вис. Прогресс идет маленький, так как я никогда не занимался серьезно и тело не было готово. Даже при моей хорошей на тот момент базе в 60 отжиманий на брусьях и 30 подтягиваний на турнике этого все еще было недостаточно. В 2015 я наконец-то научился держать этот горизонт, и в этот же год я понимаю, что я хочу стать тренером и не знаю, с чего мне начать. Позже я выигрываю городские соревнования по воркауту, становлюсь чемпионом города. В 2016, вот-вот, когда я близко к переходу на новый уровень, я получаю травму плеча, выбываю на 2 месяца из тренировок совсем. Параллельно случайно нахожу объявление, прохожу обучение и становлюсь тренером. Обучение было довольно жестким и нужно было очень много всего выучить, но я справился. Мой бывший начальник подталкивает меня поступить в университет физической культуры, чтобы быть настоящим профессионалом и не быть как недотренер с курсами всего с десяток часов. На тот момент я учусь с 8 до 14, потом работаю с 15 до 21:00. Первое время это было посильно, потому что я работал 3 дня в неделю. Затем я выхожу на подмену в другую смену и работаю уже 6 дней в неделю с таким графиком. Домашние задания делаю либо по дороге в университет, сидя в автобусе с утра, либо когда еду домой и после дома. На выходных я читаю книги, чтобы развиваться и не было провала по знаниям и также психологию клиентов. В итоге мне легче стало только на 4-м курсе, когда стало немного меньше часов и предметов. После на магистратуре. Я учился все еще на дневном. Параллельно этому я учил TRX как направление и как его использовать в своих тренировках. Получил несколько международных сертификатов, стал тренером TRX от компании TRX USA, и у них есть офис в Киеве. У меня было большое количество клиентов. Для тех, кто сомневается, достаточно перейти в мой инстаграм, и там есть отзывы от людей в одной из моих первых записей. В 2021 году у меня снова небольшая травма, но уже другого плеча. Горизонты и отжимания в стойке на руках – вещь опасная, особенно если делать их очень много и часто. Я восстанавливаюсь полгода и завязываю с калистеникой совсем. Просто тренируюсь в удовольствие и держу форму. В 2022 из-за начала конфликта я уезжаю, теряю свою форму, здоровье, но продолжаю тренироваться уже в Нидерландах, а после и в Ирландии. Затем я переезжаю в Канаду и там все так же продолжаю тренироваться, веду онлайн-тренировки и тренирую людей. Наконец переезжаю на Филиппины и все еще продолжаю что-то делать. Поэтому если вам нужны тренировки дома или программы, можете мне написать. Вот таким вот вышел мой спортивный путь длиной более чем в десяток лет. Как вам моя история?
Можете написать комментарий, что вам было интересно узнать, что вы бы хотели посмотреть еще. YouTube сейчас не всегда рекомендует видео, если не хотите пропускать выход новых видеороликов, я создал телеграм-канал, ссылка будет в описании. Следующий ролик будет про отношения с филиппинками, мой опыт, советы и все остальное. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и увидимся с вами уже в новых видео. Пока!